Объединение метода Хеллингера и регрессивной терапии в моей практике дает удивительные результаты. Это словно сложить два ключа, открывающих дверь к глубинному исцелению. Мы не просто работаем с личной историей клиента. Мы путешествуем по лабиринтам родовой памяти, восстанавливая порядки любви. Работа начинается с составления генограммы, своеобразной карты семейной системы. Это детективное расследование, где каждая деталь может оказаться ключом к разгадке текущих проблем. Затем мы используем регрессивную терапию для доступа к родовой памяти и расстановки для понимания системной динамики. Одной из особенно мощных техник является диалог с предками. Представьте, что вы можете поговорить с каждым членом вашего рода, услышать их истории, понять их боль и получить их благословение. Это не просто воображаемый разговор, это глубинная работа с родовым полем, где каждое осознание ведет к исцелению. Недавно ко мне на сеанс пришла молодая женщина по имени Анна. Во время медитации я почувствовала сильное энергетическое напряжение, связанное с ее материнской линией. Анна рассказала, что ее мать всегда была очень властной, эмоционально зависимой и неспособной отпустить Анну в самостоятельную жизнь. Применив технику «Диалог с предками», мы начали погружение в родовую историю. Через регрессивную терапию Анна попала в воспоминания своей прабабушки, молодой девушки, пережившей трагическую потерю ребенка. Эта невосплаканная утрата и чувство вины стали основой для манипулятивного и контролирующего поведения последующих поколений. Анна смогла не только осознать, но и глубоко прочувствовать эту боль. Она мысленно пообщалась с прабабушкой, приняла ее страдания и дала ей разрешение на исцеление. После этого Анна почувствовала, как груз, который она несла всю жизнь, начал отпускать ее. Хронические головные боли, от которых она страдала, постепенно ушли. Я видела, как после такой работы у людей проходили и другие хронические болезни. Разрешались давние конфликты, открывались новые возможности в жизни. Исцеление происходит тогда, когда мы признаем все, что есть, и даем место каждому члену системы, говорил Хеллингер. И каждый день моей практики подтверждает эту мудрость. Метод порядков любви в сочетании с регрессивной терапией – это не просто техника, это путь к восстановлению естественного потока любви в семейной системе. И когда этот поток восстанавливается, жизнь начинает играть новыми красками, открывая перед нами безграничные возможности для роста и развития. Представьте семейную систему как сложный танец, где каждый участник связан с другими невидимыми нитями любви и преданности. Эти связи настолько сильны, что могут влиять на судьбы людей через несколько поколений. Хеллингер открыл 3 фундаментальных закона. Порядки любви, которые управляют этим таинственным танцем. Первый закон – право на принадлежность. Когда мы исключаем кого-то из системы, мы теряем часть своей силы, говорил Хеллингер. Я видела это множество раз в своей практике. Когда клиент говорит: «В нашей семье мы не вспоминаем о дедушке, который пил», или «Мы никогда не говорим о том ребенке, который умер до моего рождения», именно там начинается путь к разгадке текущих проблем. Один из таких ярких случаев произошел с Ириной, женщиной из Австралии, которая пришла ко мне на сеанс регрессивной терапии. Несмотря на то, что мы проводили сеанс 5 раз, ее подсознание упорно не открывало главную травму. Только благодаря практикам прощения, письма подсознанию и коучинговым техникам осознанности, наконец ее подсознание приоткрыло эту тяжелейшую рану. В ходе регрессивной терапии я увидела, как молодая мать Ирины в поздние сроки беременности сделала аборт. Крошечного ребенка просто выбросили в корзину. Невозможно передать всю палитру отчаяния и страха за свою жизнь этой беззащитной девочки. На сеансе рыдали все.
И я, и клиентка, и мой ассистент-регрессолог. Ирина не знала этой душераздирающей истории, ведь ее мать уже умерла. Тогда она обратилась к своей тете, сестре матери, и та поведала поразительную историю спасения. Будучи акушеркой в роддоме, она увидела, что малышка еще жива, и не смогла поступить с ней, как с мусором. Тетя забрала ребенка домой, чтобы дать ей шанс умереть достойно. Но жажда жизни этой девочки оказалась сильнее, а любовь двух молодых женщин помогла ей выжить. Когда мы исключаем кого-то из системы, мы теряем часть своей силы. Эти слова Хеллингера ярко иллюстрирует история Ирины. Забвение, отвержение, умолчание о трагических событиях в роду блокируют естественный поток жизненной силы, лишая нас ресурсов для развития. Лишь принимая и интегрируя все члены системы, мы обретаем целостность и раскрываем безграничные возможности для роста. Второй закон порядков любви – это баланс между давать и брать. Представьте себе весы любви. Когда одна чаша перевешивает, то вся система выходит из равновесия. В моей практике была клиентка, которая постоянно давала своим детям, не позволяя им ничего давать взамен. «Я же мать, я должна», — говорила она. Мы обнаружили, что этот паттерн идет из ее отношений с собственной матерью, которая тоже не умела принимать. Осознание этого глубинного дисбаланса в родовой системе стало ключом к исцелению. Мы начали восстанавливать гармоничный ритм даяния и принятие в ее отношениях с детьми. Это оказалось непросто. Годы привычки давать без меры создали в ней глубокий страх быть отвергнутой. Но шаг за шагом, с помощью техник расстановок и регрессивной терапии, она смогла осознать, что ее чрезмерное самопожертвование не идет на пользу ни ей, ни ее близким. Она научилась позволять детям заботиться о ней, благодарить и возвращать энергию. Это вернуло ей ощущение собственной ценности и наполненности. Когда мы восстанавливаем баланс между давать и брать в семейной системе, то высвобождается колоссальная жизненная сила. Ведь, по сути, любовь – это обмен, а не односторонняя жертва. Каждый член системы должен иметь право и на получение, и на отдачу. Только тогда мы будем черпать силу из общего родового источника, а не истощать себя. Этот второй закон порядков любви ключевой для гармонизации отношений. Он учит нас принимать помощь и заботу с благодарностью, а не воспринимать их как должное. И в то же время отдавать с легкостью, без ожидания ответной реакции. Такой здоровый обмен наполняет всю семейную систему ощущением изобилия, доверия и поддержки. Третий закон – это уважение к тем, кто пришел раньше. Как река течет от истока к морю, так и жизненная сила течет от предков к потомкам. Когда дети пытаются спасать родителей или брать на себя непосильную ношу, они нарушают этот естественный поток. Третий закон – уважение к тем, кто пришел раньше. С самого детства я ощущала груз ответственности за свою маму и младших сестер. Моя мама с чудесной и ранимой душой всегда как будто застревала в коконе отвержения, доставшемся ей по наследству. Ее родовая травма и исключение из рода отразились на ее жизни очень негативно. Она пыталась переложить на меня свою инфантильность и нерешенные проблемы. Долгое время я работала над собой, пытаясь трансформировать этот груз. Но только недавно я по-настоящему почувствовала освобождение от этого родового блока. Я осознала, что нести ответственность за своих родителей не моя задача, а мое предназначение – жить своей жизнью, реализуя свой потенциал. Этот третий закон – уважение к тем, кто пришел раньше, говорит о важности принятия естественного потока жизненной силы, текущей от поколения к поколению. Подобно тому, как река течет от истока к морю, так и энергия рода должна свободно передаваться от предков к потомкам. Когда дети пытаются спасать родителей или брать на себя непосильную ношу их проблем,
они нарушают этот естественный порядок. Я убедилась, что только целостный подход, включающий глубокое осознание родовых динамик, работу с травмами предков и восстановление связи с родовой силой, дает по-настоящему устойчивые и глубокие результаты. Уважение к тем, кто пришел раньше, позволяет мне встать на свое место в потоке жизни, отпустить чужие задачи и с благодарностью принять наследие моего рода. Мы несем в себе не только свою судьбу, но и судьбы тех, кто был исключен из нашей семейной системы. Эти слова Хеллингера я часто повторяю своим клиентам. И каждый раз, работая с системной регрессивной терапией, я поражаюсь, насколько глубоко могут быть спрятаны эти переплетения. Помню случай с Мариной. Она страдала от необъяснимой тревоги и страха воды. Во время сеанса мы обнаружили, что ее прадед утонул, спасая детей, но семья никогда не говорила об этом. Марина неосознанно несла его травму, пока мы не провели работу по восстановлению системного порядка. Вот еще один пример, как травма детства влияет на качество жизни. На сеанс регрессивной терапии пришла привлекательная и обаятельная клиентка. Главным ее запросом было расторгнуть контракт соглашения быть невидимкой. При такой удивительно яркой внешности эта молодая женщина действительно была невидимкой. Это проявлялось не только в ее словах, но каким-то мистическим образом отражалось даже в нашем взаимодействии. Я пропускала ее сообщения, которые она писала мне в необычных местах, то в мессенджере, то в телеграме, то на почте. Ее подсознание как будто пряталось от моего внимания. Подготовка к сеансу заняла рекордные несколько месяцев, прежде чем мы смогли найти причину ее невидимости. В ходе регрессивной терапии выяснилось, что в детстве клиентка пережила сильную травму, когда ее исключили из детского сада за то, что она слишком выделялась своей яркой внешностью и активностью. Воспитатели и другие дети не могли с этим справиться и отвергли ее. Это событие глубоко травмировало девочку и заставило ее сформировать неосознанный контракт быть невидимой, чтобы избежать повторения такой боли. На протяжении всей жизни этот контракт работал, не позволяя клиентке раскрывать свою подлинность и природную яркость. Она постоянно пряталась, избегала привлекать к себе внимание, теряла возможности в карьере и личной жизни. Во время сеанса терапии мы проработали эту травму, отпустили контракт невидимости и восстановили ее связь с истинным «я». После этого клиентка смогла раскрыться, стать более уверенной и привлекательной для окружающих. Ее жизнь наполнилась новыми возможностями и глубокими отношениями. В своей практике я объединяю метод Хеллингера с регрессивной терапией, что дает удивительные результаты. Это как сложить два ключа, открывающих дверь к глубинному исцелению. Мы не просто работаем с личной историей клиента, мы путешествуем по лабиринтам родовой памяти, восстанавливая порядки любви. Работа начинается с составления генограммы, своеобразной карты семейной системы. Это похоже на детективное расследование, где каждая деталь может оказаться ключом к разгадке текущих проблем. Затем мы используем регрессивную терапию для доступа к родовой памяти и расстановки для понимания системной динамики. Глубокая работа с подсознанием позволяет обнаружить ключевые контракты, препятствующие свободному течению родовых энергий. Одним из таких блокирующих факторов могут быть родовые проклятия, результат магических действий, убийств, абортов и других противоестественных поступков в роду. Вспоминаю удивительный случай из моей практики. На сеанс пришла красивая женщина с необычной внешностью. В альфа-состоянии я услышала четкое «Мария Антуанетта». Предо мной развернулись жуткие картины ее казни. Нам удалось обнаружить и расторгнуть древний контракт, связанный с разрешением на убийство. Сеанс был сложным из-за запутанности сюжетных линий,
но в итоге принес Маргарите облегчение и прилив энергии. После сеанса я обнаружила в интернете портрет ее предполагаемого прошлого воплощения, поразительное сходство. В моей практике это не первый случай, когда появляется возможность проверить подлинность телепатического чтения. Ведь душа формирует свое физическое тело, и лицо отображает историю души, ее опыт. Поэтому сходство с известной личностью – важный аргумент в пользу того, что человек действительно расторг истинный контракт. Привязка к реальности физического мира и есть главный признак истинности телепатического чтения. В отличие от визуализаторов, не обладающих этим даром, я не пересказываю чужие истории, а помогаю клиентам освободиться от подлинных родовых блоков и травм. Это устойчивое и глубокое исцеление, а не навязанные иллюзии. Одним из самых надежных указателей на пути самопознания является наше внутреннее чувство. Когда происходит реальная проработка родовых травм, это всегда сопровождается удивительным ощущением легкости и освобождения. Словно тяжелые цепи, сковывавшие душу поколениями, наконец спадают, позволяя сделать свободный вдох. Это чувство радости и внутреннего освобождения не просто приятный бонус терапии, оно является ключевым индикатором, помогающим отличить истинное исцеление от иллюзорного. Когда мы действительно освобождаемся от родовых травм, наше тело откликается волной облегчения, а душа наполняется светом и радостью. Это похоже на возвращение домой после долгого путешествия. Каждая клеточка знает, что мы, наконец, на правильном пути. В современном мире, переполненном информацией и чужими мнениями, особенно важно научиться доверять своим ощущениям. Наше тело никогда не лжет. Если практика или метод действительно ведут к исцелению, мы чувствуем это на глубинном уровне. Тяжесть, дискомфорт или смутная тревога – верные признаки того, что мы движемся в неверном направлении. Прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, мы постепенно оттачиваем самый важный инструмент развлечения истины – нашу интуицию. Это похоже на настройку тонкого музыкального инструмента. Чем больше мы практикуем, тем точнее становится наш внутренний камертон. Только так, через доверие собственным чувствам и ощущениям, мы можем найти свой истинный путь в лабиринте чужеродных программ и унаследованных ограничений. Это путешествие к себе, где каждый шаг, сделанный в согласии с внутренним компасом, приближает нас к свободе и радости подлинного бытия. Ведь настоящее исцеление – это не просто избавление от симптомов, это возвращение к своей истинной природе, к той радости и легкости существования, которая является нашим естественным состоянием. И когда мы находим этот путь, каждая клеточка нашего существа отзывается благодарным «да», подтверждая, что мы наконец-то дома.